Фантастическая баранина с болгарским перцем и фасолью. Отличный обед или ужин. Смотрим, друзья. Всем привет, друзья, с вами Олег Лейман на канале Найди свой рецепт. Сегодня я вам покажу вот такенный вот рецепт баранины, как приготовить баранину. Мы с другом готовили на даче. Блин, вообще всем понравилось, очень круто, девчонки отдыхали, мы жарили и все были довольны. В общем, у нас 700 грамм баранины, филейная часть, мы ее помыли, промокнули вот таким вот полотенцем кухонным. Обязательно, она не должна быть мокрая. 1,5 перца, перчика болгарских, 1 головка средняя лука репчатого, соли по вкусу, перец горошком, обыкновенное растительное масло, перец красный, куркума и хмель сунели. И сейчас самое время включать уже плитку. Нам надо ее включать на самый большой огонь, чтобы баранина жарилась быстро сначала, да, это очень важно, именно вот эта технология, о которой я говорю, что там должен запечься сок внутри мяса, а мясо схватиться коркой, это важно. Сейчас нарезаем, нарезать тоже надо правильно, покажу как. Так. На такие примерно кусочки режем хорошие. То есть 3 на 4 примерно сантиметра. И обратите внимание, что мы взяли кусок без кости. Если вы возьмете с косточкой, то она будет тушиться дольше. А мы готовим сегодня такой быстрый вариант. С мясом разобрались. Сейчас самое время добавить масло в сковородку. Прямо обильно это делаем. То есть добавляем чуть больше, даже полстакана. Мясо должно вариться прям в масле, жариться, то есть схватиться. И важно, чтобы оно очень хорошо разогрелось. Масло. Баранина вообще такое мясо специфическое, не все любят, да, вкус баранины. Я его просто обожаю, и я думаю, что большинство все-таки любит. Что получается вот так вот. Проверяем, насколько нагрелось масло у нас. Вот, достаточно. Значит, аккуратненько его сюда опускаем. Вот нам надо, чтобы оно прям схватывалось сразу и запечатывался сок. Это важно. У нас есть такая лопаточка, которой мы сразу же распределяем мясо, равномерно помешиваем. И оставим немного в покое его. Тем временем мы нарежем овощи остальные, не будем время терять. Нож мы помыли, а то начнете спрашивать и говорить. Нарезаем вот на такую вот соломку, то есть мельчить слишком не нужно. И далее вот кубиком. Здесь же нарезаем лук. Кстати, про баранину многие спрашивают, да, сколько готовить. На самом деле это все зависит от того, какая у вас плитка. До образования такой коричневой корочки, то есть минуток 15, может быть даже 20, иногда 10 хватает. Баранинка схватилась, уже немножко обжарилась. Самое время добавить лук и перец прямо сюда. Обязательно сейчас все это перемешаем. Они должны пообжариться вместе. Обжариваться вместе с бараниной. Здесь видно по кусочкам, что они такие поджаристые стали. Это хорошо. Значит, все идет так, как нужно. Запах такой стоит уже офигенный по кухне баранины. Очень крутой запах у баранины. Баранина с луком хорошо уже обжарились и дали аромат. Лучок дал аромат, болгарский перец. Сейчас самое время добавить соль и специи. Посмотрите, какая баранинка золотистая, прям вообще супер. Ребят, кстати, соль по вкусу кладем. И вообще можете взять какие-то ваши любимые специи. Я просто знаю, что именно для этого блюда отлично подходят те специи, которые предложил я вам. Куркума, она даст цвет такой желтенький, знаете, дает хороший очень цвет. А вид еды, он очень сильно влияет тоже и на желание ее покушать. И так далее. Хмель сунели прям в тему здесь будет. Я здесь буду класть чайную ложечку. Сейчас лопаткой это все размешиваем дело. Перец и соль это уже по факту, то есть когда уже еда будет практически готова. Ароматы стоят просто волшебные. Жалко, что камера не передает аромат.
Сейчас смотрим на готовность. Мясо практически готово. То есть оно такое прям мягкое уже достаточно. Я протыкаю ножом его очень легко. И самое время сейчас добавить воду. Где-то около 300 мл добавляем воды. И все это дело тушим. И еще. Кстати, мы понизили немного на средний огонь. И пускай под крышкой именно тушится под крышкой. В общей сложности мясо тушилось 25 минут, то есть жарилось 25, а тушилось 20 еще, то есть это 45 минут. Сейчас посмотрим, что у нас здесь. У нас здесь все отлично, очень красиво. Самое время добавить перца. Перчик добавляем черный и красный. Красный треть где-то ложечки чайной будет достаточно, потому что он такой ядреный. И черного перца тоже по вкусу. Ну, опять же, я говорю треть, это я говорю на свой вкус. Вы смотрите уже сами, как нравится вам. Поперчили. На температуре готовится оно на низкой, то есть у нас 9 делений на двоечке готовилось под крышкой. То есть оно должно именно на медленном огне готовиться, это тоже важно. Так. И самое время сейчас уже дегустировать после того, как постоит еще на выключенной температуре. Вот мы выключили. И маленько настоится еще. Ароматами обменяется все это. Ждем. Баранина просто бомбическая получилась. Это атас какой-то, ребят. Неимоверный аромат стоит на кухне, очень клевый. Сейчас мы будем дегустировать ее. Кстати, в качестве гарнира может подойти и стручковая обыкновенная фасоль. Я сегодня с фасолькой буду ее дегустировать, кушать. В общем, берем куски такие прям смачные. И размещаем их на тарелке красиво. Так, жидкость это тоже очень вкусная штука, вот эта подливка. Вот такая вот красивая порция у нас получается. Сейчас украсим еще петрушкой. Много петрушки, конечно, я засыпать бы не стал. Но веточки 3 так вот красиво положить. Эстетика это тоже очень важный момент. Давайте сейчас посмотрим, что у нас получилось, попробуем. Ароматище прям такая, которая нужна. Мне нравится баранина, когда перемешивается вот с этим перцем, с хмель-сунели. Пробую. Ароматы офигенные. Люблю именно такой вариант с этими именно приправами. Мне нравится, что она мягкая, баранина. Хотя иногда, если и пожевать маленько, где-то жесткое попадется, это тоже не страшно. Мне нравится, потому что этот сок весь, ну просто это чудо. Ребят, это очень просто. Пересмотрите видео от начала до конца, повторите все рекомендации. С вами был Олег Лейман на канале Найди свой рецепт. Подписывайтесь, ставьте лайки обязательно. Пишите комменты. Всем пока.